Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами своим опытом, как я утилизую желтки. Меня каждый день спрашивают в комментариях, что делать с желтками, потому что когда мы готовим зефир, меренгу, белково-заварной крем, остаются постоянно желтки. А белки используются. Вот сегодня я вам показываю шикарнейший бисквит на желтках, шифоновый бисквит на желтках, как я его готовлю. Взбивать я его буду обычным маломощным ручным миксером. И уже буквально несколько часов спустя вот так шикарно он нарезается, этот бисквит. И понадобятся самые простые продукты для этого. Итак, что же мне для этого понадобится? Во-первых, продукты у меня все комнатной температуры. Бисквит я сегодня буду выпекать в форме 18 сантиметров. И первое, что я сделаю, так как я буду взбивать ручным именно миксером, я ставлю разогреваться духовку на 170 градусов Цельсия. И сразу же застилаю вот так форму. Я готовлю сразу форму. Бока я застилаю тефлоновыми ковриками. И тогда бока у бисквита получатся у нас идеально ровными. Вот это нужно проделать обязательно заранее, чтобы у вас все уже было подготовлено, чтобы тесто у вас не стояло и не оседало. Здесь у меня 15 желтков, вес примерно 250-260 грамм. Также у меня 150 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 25 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм разрыхлителя, 75 миллилитров молока, 50 грамм растительного масла без запаха и 180 грамм пшеничной муки. Сразу же я ванильный сахар отправляю в желтки и немножко взобью массу просто для того, чтобы немножко разошлись желтки. Сразу же я хочу сказать, что в желтки сахар заранее мы не добавляем. И сейчас весь сахар примерно в 4 приема я введу в желтки и буду взбивать их, чтобы сахар весь разошелся в желтках. И это важно, потому что потом я добавлю туда сразу же крахмал. В этом и есть, в принципе, успех моего этого бисквита, что крахмал я ввожу сразу в желтковую массу. Потому что многие боятся этого делать, но бояться этого делать не нужно. Масса получается очень стабильной, плотной и очень хорошо выпекается, и влага удерживается тогда в выпечке. И вот теперь, когда я ввела весь сахар, теперь я уже ввожу 25 грамм кукурузного крахмала. Обязательно кукурузного, картофельный сюда не подходит. И вот после введения крахмала я взбиваю ровно 3 минуты моим маломощным миксером 240 Вт. Это уже последняя минута взбивания у меня здесь идет. Вот такая пышная, побелевшая масса у меня получается. След от венчика очень хорошо виден. И когда уже на венчике начинает немножко, скажем так, наматываться эта масса, и плотная она станет, тогда уже видно, что в принципе масса готова для того, чтобы вводить следующие ингредиенты в нее. Все, вот прошло ровно 3 минуты, и я выключаю миксер. Вот так она должна у нас взбиться, самым маломощным миксером. Сразу же ввожу туда молоко и растительное масло. И сейчас буквально несколько секунд перемешаю это также миксером. Ничего не опадет никуда масса, потому что желтковая масса, она плотнее, чем белковая получается. Также это на полной скорости миксера. Буквально вот несколько секунд я перемешиваю. Все, миксер мне уже больше здесь не понадобится. Я смешиваю разрыхлитель, муку. И сейчас я буду в несколько приемов просеивать разрыхлитель с мукой уже в жидкую смесь. Это сделать нужно обязательно. И перемешивать я буду лопаткой силиконовой, складывающимися движениями сверху вниз. И очень-очень аккуратно и бережно. Вам будет казаться, что она такая достаточно плотная получается масса, но так и должно быть. Иначе она просто у вас осядет. Духовка у нас уже разогрета на 170 градусов Цельсия. В предварительно разогретую духовку ставим уже тесто выпекаться. На среднем уровне будем выпекать верх-низ, режим без конвекции,
примерно 45 минут. Может быть, у вас 50 займет, может быть, 40 минут. Я не знаю, у меня в моей духовке выпекается 45 минут. Проверяем, естественно, шпажкой. И если шпажка у нас деревянная выходит сухая и чистая, то тогда, значит, бисквит наш уже готов. Я вот так слегка постучу об стол и уже ставлю в духовку. Прошло у меня уже 45 минут. Вот такой бисквит пышный у меня получился. Теперь даю ему остыть до той степени, просто чтобы я могла дотрагиваться до формы, чтобы не обжечься. Но ничего я здесь не жду долго. Вот могу дотронуться, сразу извлекаю бисквит из формы, переворачиваю его сразу на решетку и даю ему остыть до комнатной температуры. И вы посмотрите, благодаря тефлоновым коврикам, как хорошо у нас пропеклись бока, какие они идеально ровные. Бисквит, конечно же, темнее кажется на вид, чем на белках, если бы мы с белками выпекали. Но это нормально, потому что здесь чистые желтки, здесь нету белков. Желтки я храню сутки в холодильнике, то есть когда я собираю их, вот в таком виде я оставляю до комнатной температуры его остыть. Бисквит очень упругий, очень хороший. Желтки можно замораживать. Предварительно в них добавляем щепотку соли, сахара. Обязательно перемешиваем их венчиком до однородности. И в таком виде в герметичном контейнере отправляем их в морозилку. И посмотрите, какой у нас пышный, красивый бисквит получается. Буквально спустя 45 минут. И взбивали это всего лишь ручным миксером маломощным. И здесь я еще хочу сказать, что нарезается он уже спустя буквально несколько часов после того, как он выпекся, этот бисквит. Вот сейчас он у меня остыл до комнатной температуры. Вот такой он упругий. Обязательно в пищевой пленке на несколько часов я его уберу в холодильник. Вот достала я его из холодильника, у меня здесь прошло уже около 4 часов. Просто раньше он мне не нужен был. И не нужно ему, допустим, ночь отдыхать, как классическому бисквиту. И этот бисквит нарезается быстрее, конечно. И посмотрите, какой у него уже разрез идеальный. То есть я очень им довольна этим бисквитом и вам всем рекомендую. Нарезаю я по обыкновению кондитерской струной. Кондитерская струна, многие спрашивают, продается во всех кондитерских магазинах. Также на Алиэкспрессе, девочки, кто из Германии, на Amazon продается, на eBay. Вот такой обрезочек у меня получается. 5 ровных коржей у меня получилось. В следующих видео буду собирать уже с этим бисквитом торт. И вы посмотрите на наш результат. Маломощный ручной миксер. Оставшиеся желтки, которые не знаем вечно, куда нам их деть. И, пожалуйста, вот результат. Вкуснейший бисквит. При таких насыщенных начинках он требует пропитки, но йогуртовый, творожный крем он начинки не требует, этот бисквит. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.